Привет, вы на канале Польза.нет, и нет, ролик не будет таким ужасным. Это основная камера 1080p 30 fps и микрофон от OnePlus N20 SE. О нем вы узнаете много где в интернете. Это самый дешевый OnePlus на сегодняшний день. Его реально купить было до 10 тысяч рублей. Согласитесь, учитывая его внешний вид, а вы кликали на фотку, скорее всего, из-за него. Ну, неплохой смартфон. Внешне, это точно. У него просто море минусов, но это не самое лагучее, что я держал в руках. Это раз. Два. Вот эта съемка не самое ужасное, что я видел. И три. Я его разыграю. Условие будет в ролике. И я думаю, это основное, почему вы смотрите. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новинку от OnePlus. Сколько ее было продано, я даже боюсь представить. Почему? Потому что N20 это ультрабюджетник у них. У меня версия 464, Blue Oasis цвет. И, разумеется, это N20 SE. Чем хорош OnePlus? В первую очередь оболочкой, во вторую очередь отношению к покупателям. Почему? Потому что вот эта вот штука выглядит классно. По железу не классно. Химия пахнет, кстати, при распаковке прилично. Но выглядит, согласитесь, смарт. Эпично. Прямо очень хорошо и не похож ни на что. Ну, понятно, похож, потому что, окей, блоки камер, еще что-то. Но в то же время нельзя сказать, что это какой-то там клон чего-нибудь. Как мне написали недавно, что OnePlus Ace и Realme GT 2 Master Explorer Edition одинаковые. Ну, вот здесь я вижу, что она отличается, эта штуковина. Что я здесь вижу? Я здесь вижу нет направленного микрофона, я здесь вижу нет инфракрасного порта, но барабанная дробь есть мини-джек. И это прям очень-очень круто. Здесь, скорее всего, у нас сканер отпечатков пальцев кнопки, что я считаю даже неплохим вариантом развития событий. По чехлу, если у нас чехол, смотрим, есть чехол, они запихали, молодцы. Зарядник запихали. Сейчас проверим, что там можно по сим-картам запихивать, если можно запихать карту памяти, если он хотя бы гибридный, то вообще цвет. И барабанная дробь, да, 2 симки и физическая карта памяти. Вот почему не делать так во флагманах, правда? Вы сейчас скажете, ну потому что место там надо. Нет, потому что им нужно делать деньги. Так, взвешиваем. 191 грамм, то есть это и не компакт с одной стороны, но с другой стороны довольно легкий смартфон. Хотя это и не Xiaomi 12 Lite, который, правда, стоит в 2 с лишним раза дороже. Но все равно чехол приятненький, выглядит, конечно, неплохо, но вот по габаритам он конкретно увеличивает смартфон, хотя все у него топится, все грани спрятаны. Разумеется, здесь есть русский язык, разумеется, вот эта капля, она бесит, разумеется, огромный подбородок. Из интересного еще мы проверим с вами размеры. 75 мм в ширину, 164 мм в высоту, в толщину без блока камер 8,1 мм, с блоком камер 9,6 мм. И это хорошо. И блок зарядки у нас на 33 ватта. Вот такой вот супер бюджетник с кабелем USB-A и Type-C получился у OnePlus N20 SE. Думаю, многие подписчики моего телеграм-канала успели это дело купить. Он был в районе десятки. Все терпимо. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черной и синей расцветке. Дизайн, как для бюджетного смартфона, довольно хороший, по мне. Тыльная часть выполнена из пластмассы с зернистой поверхностью, рамка, по всей видимости, также из пластика. Качество материалов хорошее, как и сборка. В руке без чехла смартфон лежит удобно, но материалы скользкие, хоть и не марки, а с чехлом дела обстоят куда лучше. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, к сожалению, и неудивительно, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны динамики, один основной и один разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание неплохое, и в стоке смартфон имеет функцию Durac Audio Tuner с 4 пресетами. Мини-джек в наличии, а вот АК-порта не завезли. Официально смартфон не имеет пыли и влагозащиты, и салазки не прорезинены. Это неудивительно, воды он боится. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-экраном на 6,56 дюйма с разрешением 1612 на 720 пикселей. Это HD+. Соотношение сторон 20 к 9, матрица экрана абсолютно плоская. Плотность пикселей 269 ppi, и это прям
мало, слишком мало. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает, не могу сказать, что прям критично, и в целом в солнечный день на улице пользоваться данным смартфоном можно, но затруднительно. Частота обновления экрана максимум 60 Гц, тест на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране, и результат вполне очевиден, не топ. Автояркость на борту, и работает она корректно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Далее мультитач есть, и экран вполне достойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо, но медленно. Распознавание лица срабатывает не лучшим образом и также долго. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Внести биометрические данные можно только одного лица, подбородок у экрана есть, и его сложно не заметить. Цветопередача для подобного экрана приемлемая. Персонализация интерфейса есть, а вот настроек для экрана мало, что тоже неудивительно. Для повседневного использования экран по мне хороший. Для бюджетника. Процессор хорошо, что не Unisoc какой-нибудь. MediaTek Helio G35 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,3 ГГц. Графический процессор здесь AMD GE8320. Интерфейс Oxygen OS на 12.1 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4 ГБ максимум. Расширить оперативку можно виртуально до 4 ГБ, но по мне, еще раз повторяюсь, данная функция максимально бесполезна. Внутренняя память печаль eMMC 5.1 на 64 ГБ, и расширить внутреннюю память можно, вставив microSD до 1 терабайта, за что спасибо. За eMMC только не спасибо. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G отсутствует, а для 4G есть бенды 7 и 20 в глобалке. В другой версии только 7 бенд. Тем не менее, связь смартфон ловит отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны отрабатывают корректно, датчик приближения работает неплохо. Запись разговора в стоке отсутствует. VoLTE на борту. Вибромоторчик слабенький, настроить силу вибрации, разумеется, нельзя. Bluetooth последней версии 5.3, кто бы подумал. Смартфон не имеет модуля NFC, возможно, будут какие-то версии с ним, но у этого дела нет, так что я не скажу, можно установить MirPay и оплачивать. Нет, этим смартом оплачивать ничего нельзя. Из навигации на борту GPS BDS, GLONASS, Galileo QZSS. Результаты GPS-тестов в городских условиях вы можете наблюдать на экране. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке устройство отказалось проходить его, даже раз 6 его пытался выставить, но не получается. Смартфон поддерживает Super VOOC на 33 Вт. Это, проще говоря, быстрая зарядка, притом неплохая, учитывая его стоимость. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания за 1 час 10 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит 12%. За 1 час игры в PUBG улетает 18% на низких настройках графики. Смартфон показал себя не лучшим образом, и для игр, разумеется, он слабоват. В Standoff 2 также можно играть не на высоких настройках графики. Подвисание и фризы присутствуют, что, разумеется, делает игру некомфортной. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 94 гипса минимально, максимально 117 гипсов, в среднем 111 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 167, в мультикоре 973, в 3D-марке показал Slingshot 807, Slingshot Extreme 453, в Antutu выдал 115 тысяч попугаев. Storage-тест показал 10 832 балла. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из двух модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор на 50 мегапикселей и сенсор для макросъемки бесполезный на 2 мегапикселя. Цифровой или оптической стабилизации нет. Цифровое масштабирование 5X. Запись видео доступна с основного модуля максимум в 1080p 30 fps. Фронтальный сенсор тоже на 8 мегапикселей, находится по центру верхней части экрана в каплевидном вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео также 1080p 30 fps. В стоке смартфон имеет небольшое количество полезных режимов как для фото, так и для видеосъемки. Короткие примеры вы сейчас, разумеется, увидите. Фронтальная камера смартфона, у которого максимально удивительно, Android 12 версии, разумеется, мыло-мыльное. Вы видите, как теперь дешевые смартфоны справляются с данными условиями обстановки. Всегда я гоняю в подъезде что-то мракобесно дорогое. Вот сейчас вы увидели, как дешевые варианты даже хороших брендов на фронталку могут скорее не справляться с данными сценариями использования. Наверное, YouTube будет считать, что у меня вообще один большой черный квадрат выгружен с ужасным звуком. Но и ладно, зато вы будете знать, что ночью
нечего надеяться на данную фронталку вообще. Ну а сейчас основная камера 1080p 30 fps. И если стоять и предположить, что это фото, даже смотрибельно как-то. На экране, во всяком случае, смартфона. Цифровой зум X5. Больше не хочу ничего здесь снимать. Я иду домой ультра рано. Но, да, получилось в X5 снять вот так. Никуда не двигаясь. Можно снимать на эту камеру ночью. Надеюсь, вы смотрите на смарте, потому что если вы смотрите на ноутбуке либо чем-то большем, плохая картинка, правда? Немного фронтальной подземки или подземной фронталки. Нравится мне телефон за эти деньги, нравится. Пока ничего не фризит, очень удивительно. Android 12 версии. Исключительно положительные эмоции. OnePlus вроде бы сделал что-то неплохо, но опять же это первые впечатления. Погоняю, и я думаю, в конце вы услышите мое мнение. Хотя по железу я с ними ой как не согласен. Лучше было долларов 10 больше потратить на процессор. Я думаю, вы согласны. Видео будет примерно таким в подземке. А вот фото мне нравится. Для записи фото в режиме ночь, вообще для того, чтобы сфотографировать, нужно стоять где-то 4-5 секунд неподвижно, держа телефон в руке. И, если честно, разницы между обычным режимом и режимом ночь при фото я не вижу. И то не особо ужасно, но она фронталка днем, Мурино, дождь. Возможно, вы его слышите. И да, во всяком случае, вы его частично видите. И вот так будет снимать вас смартфон за 9000, по-моему, 300 рублей, когда я его брал. Сейчас, может быть, он еще дешевле, может быть, дороже, потому что, скорее всего, вы смотрите в период сейла, если только-только. Если нет, но пока все неплохо. Хотя процессор меня удручает, думаю, как большинство. Основная камера 1080p 30 fps. Это вам не 720p на фронталке, но тоже радости, как говорится, мало. Стаб нулевой, ну, тоже неудивительно. Максимум X5 зум. И в целом ожидалось, что будет еще хуже. Хотя, опять же, нужно смотреть на большом экране. Вот там облака. Вот даже он что-то понял. Минусы в целом. Основной минус — это плохой процессор и маленькая мощь данного смарта, но все упирается еще и в ценник. Помимо этого, оперативки мало, нет возможности в стоке купить больше, нет NFC и, к сожалению или счастью, здесь просто ужасная внутренняя память по скорости. Лучше она не станет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, скорее всего, вот она вас точно обрадует. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, заходите в телеграм-канал Скидок. Там я постю эксклюзивный контент и самые жирные предложения. Пусть немного, но интересно. Резюмировать могу довольно просто. Конечно, лучше купить Realme 8i. Конечно, лучше купить что-то старое от тех же Realme. Это та же корпорация BBK, что и OnePlus. Я не буду вам сейчас в конце очередной раз рассказывать, что мне безумно не понравился процессор. Это само собой. Но, с другой стороны, внешний вид этого аппарата заставляет задуматься, что если ты хочешь просто звонилку и надеешься, что с этим процессором он у тебя не умрет, и ты не планируешь играть, а почему нет? Лучшую съемку, ну, вряд ли у чего-то до 10 тысяч рублей получишь. Хотя, опять же, при установке Gcam и прямых рук, так здесь тоже можно долго и упорно что-то там делать и в итоге получить неплохой результат. Опять же, относительный. Потому что 1080p 30 fps это прям ультра мало, и за эти деньги это редкость. Тот же Oppo A5 прошлого года я купил, скинул в телеграм-канал Скидок ссылку. Там вообще IP68 или IP67. Ну, там другая съемка абсолютно. Так что за эти деньги, я не знаю. Я бы на вашем месте однозначно попытался его выиграть. Что для этого надо? На этого надо подписаться на основной канал, на лайв-канал, написать в комментарии свой ник в телеге. Можно на русском, либо написать, что в описании у вашего канала ник в телеге. И подписаться на телеграм-канал Скидок. И все, и вы автоматически в розыгрыше 30, я думаю, октября мы это дело разыграем. Девайсу мое, да, почему? Потому что это самый дешевый OnePlus, и он не лагает при работе лично у меня. Добра и удачи вам, дорогие друзья!